Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, таро расклад. События на пороге декабря. События двух первых недель или начала месяца. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И мы можем вот этот двухнедельный период разделить тоже на две части. И в самом начале 4 числа Венера входит в знак зодиака Скорпион. Время совершить важные разговоры, когда, может быть, долгое время мы о чем-то умалчивали, но нам это не давало покоя. И вот лучше это проговорить, глядя человеку в глаза, и узнать какую-то правду. Это не значит, что мы будем продавливать свою позицию. Нет, мы именно хотим искренности и большего взаимопонимания. И 12 числа прекрасное событие, как новолуние в Стрельце. Стрелец — это у нас оптимист великий, и мы будем избавляться от пессимизма, выметать как и пессимизм, так и ментальный мусор. Может быть, как раз вот эти важные разговоры, которые будут, вот эти планетарные события словно способствовать, чтобы они совершились, для кого это актуально. Нам есть такая возможность за первые эти 2 недели декабря расставить все по местам. И уже с большим оптимизмом какую-то словно новую пьесу собственной жизни начать писать. Или аллегорически, безусловно говоря, или чем-то вдохновиться, построить планы на будущее. Ведь когда новолуние в Стрельце, это, знаете, очень сильная жизненная позиция, когда внимание наше будет сосредоточено на наших желаниях. И это очень важно. Это буквально в преддверии 2024 года своего рода перезагрузка, вот такая для нас, для всех. Будем, конечно, внимательны, но это на вторую половину месяца, потому что у нас будет ретроградный Меркурий с 13-го, и это какие-то задержки уже ближе к концу года могут быть, или разрозненная какая-то информация. Но давайте мы достанем, чтобы сориентироваться на эти 2 недели, первые две карты, что придет, а что уйдет. И три важных главных события, достанем тоже 3 карты. Что-то нам карты расскажут. Может быть, это и одно событие с какими-то нюансами, деталями. Итак, что придет? Выбор. Вы будете на начало месяца стоять перед выбором. Причем много мыслей, много, какой-то, как и информации разной, хаотичной. Есть еще тысяча неопределенностей у нас, как будто мечи перекрещены, так еще и луна словно под ними. Луна — это есть то, что как будто от меня скрыто, или ощущение, что я не могу что-то просчитать. Вроде как нужно принять решение, а каково это решение? Я не хочу или боюсь ошибиться. По этой карте есть сомнения тоже, но мы должны, правда, с чем-то определиться. Из этих двух мечей должен остаться один. И туз мечей означает выход из лабиринта. Вот какой-то выход вы должны найти. Не может вот эта ситуация такая двойственная продолжаться бесконечно. Это словно, представьте, вы двигались в одном каком-то направлении, и в итоге вы уперлись в стену. И дальше вот так же вы не можете идти, продолжить свой путь. Вам либо направо, либо налево. В двух сторонах одновременно идти тоже невозможно. Поэтому Его Величество выбор где-то в начале декабря, с чем-то определиться. И знаете, вот эта глубокая философия, она вам не поможет. Тут нужно видеть что-то по факту. Может быть, в себе то, что вас вот сейчас в данный момент волнует, изложить на бумаге. Ну, грубо говоря, лист на 2 части разлинеяли, что за, что против. И такой тезис-план вам вполне вероятно быстрее поможет, нежели вот какие-то глубокие рассуждения или воспоминания о прошлом. Вот это все не имеет значения. А что же уходит? А вот вы знаете, тут могут уйти люди, которые с дурным характером, правда. Уходят какие-то споры, например. Или когда люди, опять же люди, почему? Потому что по рыцарю мечей, второй иллюминатах, бунтарь без причины. И это те персонажи, первое, которым всегда плохо. Как ни сделай, всегда, что-то их не устраивает. И это не потому, что мы им плохо что-то преподнесли, или плохого пожелали, или как-то мы неправильно сделали. А это человек такой. С такими людьми очень сложно общаться, потому что они всегда недовольны, не бывает хорошо. И в принципе это совет по этой карте. Держись позиции стороннего наблюдателя. Или по этой карте есть еще те люди, которые могут
выдавать какую-то, знаете, идею свою или предложение, которые любят хвастаться буквально. И выдают это, знаете, как за какой-то вау-проект или истину в последней инстанции. А по факту это пшик, это ничего в реальности и близко подобного не существует. И не увлечься часто вот такими обещаниями бывает очень важно, иначе мы можем потерять время, силы, деньги даже, или уйти в каком-то не в том направлении. Так вот это все у вас с позиции как уходит. Давайте посмотрим 3 события. Определяться придется, иначе вы можете что-то прошляпить, мои дорогие рыбы и рыбки. У вас действительно очень такой судьбоносно-качественный период. Карта силы – это больше энергия, как у карты мага, когда у вас все подвластно вам, понимаете? Когда вы действительно можете не просто с чем-то определиться, а еще сделать какие-то первые шаги, расстановку какую-то себе, что-то распланировать на дальнейший период, причем такое, что вас вдохновит, обрадует, даст вам уверенность и с каким-то таким добрым продолжением. Но эмоции держать на коротком поводке нам придется. Лев – прообраз нашего эго, и он у девушки как будто на цепочке. Ну так, на всякий случай придерживает. Давайте мы посмотрим. Карта силы. У вас много в вашей власти, что изменить. И, видимо, поменять придется вам энергии с какой-то неопределенности, двойственности, с какого-то выбора. Вот определившись, может быть, тогда вы и получаете вот эту карту силы. Давайте, чем дело кончится? Правда, новый проект. У кого-то это могут пройти вопросы, связанные с детьми, но по пажу Пентаклей все-таки это само по себе начало. Это может быть еще ментальное начало, когда мы уже с чем-то определились, и в каком-то деле мы себя либо хотим попробовать, либо делаем первые шаги, либо ищем какую-то информацию. Мы чем-то увлечены. И мы точно знаем, в этом направлении можно как и развиваться, можно строить стабильное будущее и можно где-то делать деньги. Вот что-то такое. Перспектива, одним словом. Давайте мы спросим, чем сердце успокоится? Мои дорогие рыбы и рыбки, вы тут что-то точно не должны прошляпить. Вы посмотрите. Это редко бывает. Карта силы и карта мага. Чем сердце успокоится? У вас, ну, какие-то, наверное, по велению высших сил и небесной канцелярии возможности будут кардинально изменить, как и качество жизни, свою жизнь. Выбрать какое-то очень правильное направление, которое не будет, кстати, как вау-проект. Нет-нет, тут что-то на продолжительное время, когда придется и усилия, и настойчивость, и терпение, все по пажу жезлов прикладывать. Но это изменит как вас самих, так и ваше окружение. И вообще очень много составляющих вашей жизни. Когда вы, ну, наверное, прочувствуете, что сначала какая-то идея у меня зарождается ментально, а ведь по сути я ее могу, любую идею, осуществить на практике. Что-то не проморгать будет очень важно. Но оттолкнуться-то мы можем как будто от выбора. Важный выбор на кону. И ваши ментальные силы, они, наверное, должны быть направлены, чтобы, правда, вот этот выход из лабиринта, он был найден. И это совершенно другие перспективы, другое качество жизни. Совет от карт. Да. Вот все то, что я сказала. Карта ученичества, карта сдачи экзамена. Мы действительно, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, кто-то пойдет учиться, кто-то будет менять работу, кто-то себя будет изменять, такое вполне вероятно. И чем бы мы тут ни занимались, кто-то учит языки, кто-то сдает на права. Это может быть сразу несколько направлений по обучению, кстати. И есть еще, опять же, жизненный экзамен, момент перехода, пороговое значение между прошлым и будущим. У вас наступает тот период, когда от правильно выбранной вами позиции, может быть, еще и от окружения заодно, вы закладываете прочный фундамент своего успеха. Поэтому и выбор на кону очень важный. И тогда любое ваше знание в последующем вы можете переложить буквально в финансовый эквивалент. Как будто нет просто знаний ради любопытства какого-то или
интереса. Нет, тут есть конкретная польза на злобу дня. Или для вашего благополучия, изобилия, процветания. Есть эта карта сама по себе прогресса. Поэтому совет. Все то, что прогрессивно, изучай, будь открыт миру и иди вперед. Вот главное не застрять в каком-то обдумывании или в мыслях. Может быть, как-то само решится? Нет, ничего не решится. Посмотрите. Но зато какие перспективы. Второе важное, главное событие – это когда мы уходим от разочарований. Ну, часть у нас тут как будто сама от нас уходит. Может быть, в виде людей, может быть, в виде каких-то событий, в чем-то вы ставите точку. Может быть, как раз какие-то люди или обстоятельства в вашей жизни, которые вам доставили много, с одной стороны, забот, с другой стороны, ну, где-то и негативных эмоций, теперь завершаются. И, видимо, этот предыдущий опыт, отчасти разочаровывающий, был вам совершенно необходим, чтобы вы теперь какую-то ошибку не повторили. Идет взамен каким-то разочарованием по тройке мечей. Здоровое равнодушие. Нас как будто не поймать на тот же самый крючок. И если прежде, вот по рыцарю мечей, как я перечисляла, что это, кто это может быть, да, и мы можем поддаться на чьи-то бестолковые уговоры или вдохновиться чужими проектами, которые не имеют будущего. А вот теперь нет, вы уже мудры, вы уже сильны, и просто так вас не возьмешь на какие-то пустые обещания. Видимо, этот опыт для вас был важен. Могут люди о себе напомнить, которые где-то неприятные эмоции доставляли. Или, может быть, с кем-то придется своего рода прощаться, правда? Ну, значит, я не могу сказать, что вам это будет сделать сложно. Нет, тут все приходит само по себе к какому-то логическому завершению. Вот такой период декабря. Чем дело кончится, тем не менее? Ну вот, на смену вот этой тройки мечей и разочарованием, обидам, предательству, у каждого по-своему. Может быть, обстоятельства непреодолимой силы были таковы, что, ну, абсолютно нас что-то как обезоружило, как обездвижило, как на какое-то время мы застряли в небытие, как в межвремении каком-то. Вот такое бывает по тройке мечей. Но на смену посмотрите, что приходит. Туз кубков. И это не только праздник, не только приятные эмоции. Это не только про любовь, про баланс, но это еще и про материализм, потому что у нас две золотые рыбки, мои дорогие рыбы, и это что-то для кармана. То есть все-таки рыба – это у нас один из символов благополучия, благосостояния, ну и где-то денежного эквивалента. Поэтому, в принципе, совершенно другое качество жизни, чем дело кончается. Вот правда, какую-то разочаровывающую ситуацию, ставим точку, и не увлечься какой-то пустотой будет важно. И посмотрите, как меняется сразу фон, по крайней мере, даже на картах. Есть возможность себя изменить, изменить свою жизнь, причем сделать таким образом, как будто что-то... У кого-то это может идти от предложения, у кого-то от вашего личного желания, что вот куда-то я больше не ходок, я уже точно не пойду. С этими людьми я больше не буду, ну, может быть, и контакты какие-то продолжатся, мы ведь некоторых людей не можем исключить из нашей жизни. Это как коллеги, руководители, соседи, с кем мы вынуждены контактировать. Но то, что мы их слушать перестанем или доверять, вот это точно. Вопросы доверия у вас тут очень остро будут в декабре проигрываться. И это, видимо, отправная точка ваших дальнейших свершений. Вас она концентрирует на ваших же возможностях или на ваших желаниях. Итак, чем сердце-то успокоится? Вот интересно. Вам, правда, это по судьбе. Это карта возрождения. Наверное, высшие силы как за вами наблюдают, так и ангел-хранитель пытается вам всячески помочь. По этой карте... избавление от боли, избавление от страданий. Вот как раз тройка мечей. Завершение какого-то периода очень сложного. Сложного у кого-то эмоционального, тяжелого, а у кого-то сложного, потому что вот его величество выбор. Но это старший аркан. И тут, правда, вам высшие силы помогают, чем сердце успокоится. Карта возрождения. Совершенно новый жизненный этап. С новым вдохновением, с новой верой в самого себя.
и с каким-то интересом. Уход как от тройки мечей, так и рыцарь мечей как будто сам уходит. Ну, хотя, может, кто-то и будет прощаться. Совет. Это вот совершенно необходимо для того, чтобы, смотрите, уйти от пятерки мечей. Ваша задача, как не повторить прошлых ошибок, это правда, повторяюсь. Не повторить, может быть, те отношения, если для вас уже совершенно понятно, вы не достигли с кем-то взаимопонимания. Не стоит где-то прогибаться под изменчивый мир или под изменчивое настроение людей. Сохраняйте свою целостность, первое, и не стоит рисковать деньгами. Вам придется уравновесить две сферы жизни. Ваши где-то эмоции, или, может быть, это в личной жизни элемент взаимопонимания проходит, и финансы, чтобы у вас удерживалась вот какая-то гармония. И, может быть, осуществить вы могли какой-то проект, держать все под контролем. Как и эмоции, повторяюсь, так и финансовый эквивалент. Ну вот, по крайней мере, такой совет. Высшие-то силы помогают, но и сам-то не плашай, они нам тоже говорят. Хорошо, давайте третье событие. Правда, не попасть на какую-то удочку, не попасть в какой-то опять замкнутый круг или в какую-то тупиковую ситуацию. А может быть, выйти, наконец, из каких-то режимов ожидания, когда нам не сказали «да», нам не сказали «нет», а мы все сидим, ждем. Либо сидим, ждем, когда оно само закончится или к какому-то итогу придет. Либо мы сидим, ждем, когда нас куда-то позовут, пригласят, а тут нам говорят «да нет». Вот посмотрите, две карты. Сила маг. Все от тебя зависит. И, может быть, мы столкнемся, вы, мои дорогие рыбы и рыбки, столкнетесь еще раз с каким-то подобным, ну, таким финтом, когда вас могут попробовать вот в подобную, подвешенную, словно ситуацию затянуть. Ведь карта повешенного есть еще такой момент, как значение жертвенности. Жертвенности в том плане, что вы жертвуете, к примеру, собственным временем, если вы соглашаетесь что-то ожидать. Или вы жертвуете собой, идя на поводу, например, у чужих каких-то желаний. И вот, видимо, какая-то, ну, наверное, как экзамен вам придется сдавать, насколько крепки ваши позиции, именно ментальные позиции, насколько четко вы определились с каким-то направлением. Или если вот туда-сюда, вот она, вот эта карта может перерасти где-то вот в этот аркан повешенного. У вас как будто два варианта. Или у вас все останется вот в таком темновато-мутно непонятном состоянии, и отчасти, когда вы будете либо от кого-то зависеть, либо ожидать чего-либо, либо кардинально самому взять ответственность за свою жизнь. Вот какая-то, может быть, это ситуация, а может быть, мои дорогие рыбы и рыбки, цепочка развития ситуаций и событий, которые вас заставят словно пересмотреть как ваше отношение к жизни, так и отношение к людям, к делу, к работе, к учебе, к чему угодно. Мне интересно, давайте спросим, чем же дело кончится. Да, тут действительно вы столкнетесь с людьми, которые, например, которым верить нельзя. По пятерке жезлов это проходят те люди, они даже не то, что вас специально хотят обмануть или втянуть в какое-то дело. Это люди сами по себе. Вам нужно словно изменить окружение, хотя я бы сказала, с двумя картами силы и одиночества вам окружение не нужно. Как бы дико, может быть, не звучал мой такой совет, когда выпадает карта мага, она нам говорит, в безопасности ты можешь быть наедине сам с собой. А вот люди как раз, хоть я и называю эту карту информационного хаоса, но если мы переложим на психологическое поведение людей, по пятерке жезлов могут проходить люди, которые очень быстро меняют свое мнение. Он вам утром пообещал одно, а вечером он уже передумал, а вас об этом не предупредил. И если вы будете метаться от утра до вечера по его желаниям, вы никогда не совершите чего-то для себя значимого. Или это карта информационного хаоса, то же самое. Информация пришла утром, а вечером пришла прямо противоположная, которая утреннюю отменяет. Тоже не положится, понимаете? И тут позиция сторона, нейтральная. Наблюдаю, но не участвую. Вот может быть отсюда и карта повешенного. Давайте мы спросим, чем же сердце успокоится?
У вас есть шикарный, вот посмотрите, еще один старший аркан, последний, карта мира. Как мир в душе, гармонию установить, разобраться раз и навсегда и больше как будто не заглядывать ни в сторону чьих-то обещаний или в какие-то мутные ситуации, мутные проекты, или в прошлое, мои дорогие. По карте мир вы получаете какой-то итог, и когда вы можете собой гордиться, это карта популярности. Это у вас, ну, может быть так, что вы станете популярным человеком, что у вас какое-то ваше личное дело или вот чем вам хочется заниматься, оно вас выведет на совершенно другой качественный уровень жизни. И от этого нельзя отказаться, но пройти словно какой-то экзамен жизни нам придется выдержать. Но вам посмотрите, как в предыдущей карте, да, хоть была тройка мечей, и карта выпадает ангела страшного суда о поддержке высших сил, так и здесь карта мир. И здесь все на ней изображено, как финансовый достаток, как наши амбиции, которые удовлетворены, лавровый венок, как я сказала, слава, где-то власть. Когда власть-то именно ваша жизнь в ваших собственных руках. И пространство вам будет давать новые возможности. Давайте карту совет. Да, вот если мы так сравним вот эту карту пятерку жезлов, как я говорила, что про информацию, что про людей. Кому-то кто-то что-то доказывает, драки нет, но спор присутствует. И какая-то неразбериха. И посмотрите, какой порядок, изобилие. Вот так, как будто можно изменить свою жизнь. А всего-то навсего принять правильное решение. Все начинается с двойки мечей. Ладно, карта совет. Будьте хладнокровны. Вот по королеве мечей. Я сказала, по магу карта сила. Мы в безопасности наедине сами с собой. Или со своими мыслями, идеей. Мы никому ничего не рассказываем, не объясняем, не доказываем. Вообще больше молчания и больше манипуляций. Где-то позиция серого кардинала. По королеве мечей. Это прообраз Юдифи. От чего-то вы откажетесь наверняка. И что Юдифь? Я не буду Я думаю, что вы знаете этот исторический факт. Если не знаете, можете найти информацию в интернете. Но благодаря своему молчанию и скрупулезному просчету до мелочей она победила. Она сумела осуществить героический поступок. Одна женщина, потому что она умела, ну, где-то стойко владеть собой и просчитать до мелочей любую ситуацию. Она не давала себя застать врасплох. И у нас, кстати, показано кошка и птицы. Да, птицы – это информация. Это вот будет какая-то разрозненность. Мы от этого не уйдем. И вот одна из птичек опустилась критически низко, и она подлетает к этой кошке. Ей кажется, какой милый зверь. Она не чувствует опасности, мои дорогие. Вы должны чувствовать эту опасность. Потому что мы-то знаем, мы не птички, что прыжок кошки – он молниеносен, а когти смертельно опасны. Не доверяйте тому, что хорошо выглядит на первый взгляд, или то, что красиво звучит. Страхуйте себя сами. Будьте как та Юдифь. И тогда вам все по силам. Тем более с такими-то сильными энергиями. Как будто вам, мои дорогие рыбы и рыбки, нельзя распылять свою энергию либо на что попало, либо на кого попало, правда? Ну, все карты нам, по крайней мере, об этом. Какой-то важный выбор вам предстоит. Но и позиция-то у вас с помощью высших сил очень сильная. Я вас люблю, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.